Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня готовим плов. Это плов обычный, без нута, без зиры, без барбариса, такой, какой я обычно готовлю в своей семье. Что мне понадобится? Значит, 1 головка чеснока, 1 головка лука, морковь, 500 грамм пропаренного риса басмати, басмати голд, если точнее. Значит, рис я замочила в горячей воде с добавлением 1 чайной ложки соли. Вот он уже как впитал воду, видите, разбух. Когда я его замачивала, его даже не было видно на поверхности. А теперь видите, какой он разбухший. Поэтому не пренебрегайте этой процедурой. Обязательно замачивайте рис. Это один из секретов рассыпчатого плова. Почему? Потому что соль вытаскивает из зерен риса лишний крахмал, который способствует слипанию зернышек, а нам этого не надо. Дальше что у нас идет? Значит, тут у меня 600-700 грамм свинины, немножко ребрышек и какая-то часть вырезки свиной. Дальше идет перец, где-то, наверное, чайная ложка понадобится, 150-170 миллилитров растительного масла и чайная ложка соли. Пока чайная ложка соли, потом, наверное, это все будет корректироваться. Итак, приступим к приготовлению. Сначала нам нужно нарезать соломкой морковь. Морковь я для удобства разрежу на 2 части и каждую часть нарежу на пластинки где-то по полсантиметра. Затем буду нарезать морковь наискосок. Вот такая получается соломка. Вот так я нарезала 500 граммов моркови. Друзья, лук я режу полукольцами. Теперь, друзья, нарежу мясо. Ребрышки вот такими кусочками я оставляю. Где-то по 2 небольших ребрышка на каждом кусочке. Вырезку нарежу довольно крупными кусками. В сотейник наливаю растительное масло и хорошенько его разогреваю, так, чтобы показался небольшой дымок. Друзья, дымок показался, и вот я на хорошо прокаленное масло выкладываю мясо. Друзья, мясо я предварительно не солила. Вот просто выложила его как есть на сковородку, дала ему зажариться с одной стороны до золотистой корочки, теперь переворачиваю на вторую сторону и точно так же до золотистой корочки обжарю со второй стороны. Вот такое оно красивое получается. К обжаренному мясу добавлю лук. Друзья, как видно, лук уже обжарился вместе с мясом. Теперь добавляю сюда морковь. И теперь оставлю обжариваться морковь вместе с мясом под крышкой, пока она не станет мягкой. Закрываю все крышкой. Убавляю огонь.
Морковь уже достаточно обжарилась, и теперь блюдо необходимо посолить и поперчить. Добавляю чайную ложку соли, затем я еще добавлю пол чайной ложки соли, потому что после того, как попробовала, было мне недостаточно соли. И перчу, где-то уходит на это половина чайной ложки перца. Все перемешаю. Видите, как уменьшился уже объем моркови. И теперь я залью овощи с мясом водой. Наливаю обычную воду комнатной температуры, так, чтобы покрыло мясо. Сюда я кладу чеснок. Закрываю крышкой. Как только зирвак закипит, я уменьшаю огонь и буду томить его минут 20 на медленном огне. Прошло время, и теперь я добавлю в сотейник замоченный и промытый рис. Рис разровняю ровно по сотейнику. Друзья, как видите, зирвак у нас покрыл рис полностью. И теперь я делаю максимальный огонь, чтобы выпарить воду из риса. Друзья, вот такой палочкой я делаю отверстие в рисе, чтобы вода равномерно выпаривалась. Друзья, ну вот у меня уже жидкость практически испарилась. Теперь я плов соберу вот такой небольшой горкой. И теперь закрою крышкой сотейник и буду на маленьком огоньке томить рис еще минут 20. Друзья, ну вот видите, какая красота получилась. Плов абсолютно рассыпчатый. Вот, смотрите, видите, благодаря вот этому рису басмати пропаренному Gold, вот получилась такая красота и вкуснота. Плов очень вкусный. Вот так мясо приготовилось. Видите, абсолютно готово. Это блюдо, конечно, семейное, и готовить его лучше в выходные дни. Это очень вкусно. Всем рекомендую покупать вот такой рис. С ним у вас будет стопроцентный успех. Радуйте свою семью. Всем желаю крепкого здоровья. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч и пока-пока. Дорогие друзья, спасибо вам за подписку на канал, за лайки и комментарии. Всем вам желаю здоровья, процветания и успехов.